Всем привет! Меня зовут Шахнигар Масова, мне 25 лет, и сейчас я нахожусь в Нью-Йорке. Я учусь в Нью-Йоркском университете на магистратуре на втором курсе Interactive Telecommunication Program. Это искусство в сфере технологий, и я сама из Ташкента училась на художника в институте имени Камалдана Бекзода и также в колледже художественном имени Бенькова. Училась на монументалиста 7 лет, но сейчас решила изменить траекторию своих интересов и изучаю искусство в сфере технологий. И надеюсь, сегодня я смогу поделиться своими знаниями о том, как с помощью сенсоров создавать интерактивные проекты, связанные с искусством. И это довольно-таки легко, и я попробую помочь вам узнать об этом больше. Да, давайте начнем. Ну что ж, давайте начнем урок. Давайте я сейчас назову инструменты, которые нам понадобятся для сегодняшнего урока, а дальше я уже объясню, для чего конкретно эти инструменты нужны и как их использовать. Первое — это с английского breadboard, материнская плата. Второе — это звуковой детектор, sound sensor. Это микроконтроллер Arduino. Нам понадобятся такие светодиоды и также резисторы такого цвета 220 Ом. Нам понадобится microUSB, провода, с изоляцией. Некоторые я уже оголила, но я сейчас покажу вам, как их оголять. И также есть такие провода, они называются jumper wires. Их не нужно оголять, потому что они уже оголенные, и они очень удобные. Можно ими тоже пользоваться, если такие у вас есть. Эти два инструмента называются wire strappers. Они предназначены, чтобы снимать изоляцию с проводов и оголять их. Так, как здесь. Потому что у проводов есть изоляция, и если их снять, то можно их оголить и использовать их в материнской плате. Макетной плате. Также, если у вас нету двух этих инструментов, вместо них можно использовать обычный канцелярский нож. Я покажу также, как с помощью него оголять провода. И этот инструмент вы также можете заменить обычными ножницами или кусачками. Так, давайте поговорим о макетной плате. Структура макетной платы. Пластиковая основа. Макетная плата представляет собой пластиковую плату с сеткой отверстий, в которых удерживаются электронные компоненты и провода. Металлические полоски внутри. Под отверстиями расположены металлические полоски, которые обеспечивают электрическое соединение между отверстиями. Разделы. Клеменные колодки. Средняя часть макетной платы содержит ряды отверстий, куда вставляются такие компоненты, как резисторы, светодиоды и микросхемы. Отверстия в одном ряду электрически соединены. В одном ряду электрически они соединены. Силовые рельсы. Вот они. Плюс и минус. Это силовые рельсы по двум сторонам. Обычно они расположены по бокам макетной платы и
отмечены знаками плюс и минус. Они используются для подачи питания в схему. Советы по использованию макетной платы. Я бы посоветовала бы вам использовать красные и черные провода для начала, чтобы использовать минус. Для минуса мы будем использовать черный, и для плюса красный, чтобы вам было понятно, как электричество двигается в макетной плате. Вот. Давайте двигаться дальше. Давайте теперь поговорим о микроконтроллерах. Микроконтроллер этот конкретный называется Arduino Nano 33i. Существует большое количество микроконтроллеров, но этот очень удобный для начинающих, и мы им очень часто будем пользоваться в физических вычислениях. Что же такое микроконтроллер и как его использовать? Это небольшой компьютер, интегрированный в один чип, и предназначен для выполнения определенных задач. Это мозг многих электронных устройств и систем, способный обрабатывать входные данные, выполнять запрограммированные инструкции и контролировать выходные данные. В целом мы сможем соединяться с нашим компьютером, с лаптопом с помощью этого микроконтроллера и связывать физический мир с компьютером. Давайте теперь поговорим о датчиках. Это звуковой датчик, как мы уже сказали. Давайте поговорим о датчиках в целом. Что такое датчик? Это устройство, которое обнаруживает и измеряет физическое свойство, например, свет, звук, как этот датчик, температуру или движение, и преобразует его в электрический сигнал для обработки. Датчики позволяют машинам, устройствам и системам воспринимать окружающую среду и реагировать на нее. Как работают датчики? Обнаружение. Датчики обнаруживают изменения в физической среде, например, интенсивность света, уровень звука, близость. К близости есть еще такой датчик, который мне очень сильно нравится. Это Ultrasonic Distance Sensor. Дистанционный сенсор, который очень точный, и он знает, насколько вы близки к нему. Допустим, если вы насколько близки, он скажет, что 3 сантиметра или так 10 сантиметров. И вы можете его запрограммировать так, что если я близка на 10 сантиметров, то что-то произойдет. Например, включится звук или же свет загорится и так далее. И можно очень интересные проекты с помощью этих датчиков делать. Конверсия. Преобразует обнаруженную физическую величину в электрический сигнал. Сигнал обрабатывается микроконтроллером, этим Arduino, или компьютером для дальнейшего использования. Типы датчиков. Есть датчики приближения, датчики звука, датчики температуры и так далее. На самом деле датчиков очень много, и вы можете выбрать определенно для своих целей, для своего проекта, в зависимости от для чего вам нужен датчик. Вы решаете, какой конкретно датчик вам нужен. Звуковой датчик этот обнаруживает и измеряет звуковые волны в окружающей среде, преобразуя их в электрические сигналы. Применение датчиков звука. Распознавание голоса, используемые в Алексе, например, или Google Home. Управление звуком, реагирующее на звук в светодиодных системах, реагирующие на музыку, например, в клубах, возможно, вы видели. И что это такое? Сегодня мы будем конкретно делать звуковой инструмент, который будет реагировать
на хлопки или звук и освещать светодиоды. Так. Давайте теперь поговорим о светодиодах. Светодиоды — это с английского Light Emitting Diode, полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него электрического тока. Светодиоды широко используются в электронике, поскольку они энергоэффективны, долговечны, доступны в различных цветах и размерах. Как работают светодиоды? У светодиодов есть такие ножки, одна маленькая, более короткая, и другая более длинная ножка. Длинная ножка — это анод, это плюс, и короткая ножка — это катод, минус. Так же, как и в брэдборде у нас есть плюс и минус, мы будем связывать плюс и минус диода с плюсом и минусом в нашем брэдборде, чтобы электричество текло спокойно. Теперь поговорим о резисторах. Это резистор вот такого цвета. Это 220 Ом резистор. Резисторы бывают разные, разных цветов, и они измеряются в омах. Что такое резисторы? Резистор — это пассивный электрический компонент, который ограничивает или регулирует поток электрического потока в цепи. Это один из самых основных и важных компонентов электроники. Как работают резисторы? Текущие ограничения. Резисторы создают сопротивление потоку электрического тока. Чем выше сопротивление, тем меньше ток протекает через цепь. Разделение напряжения. Резисторы могут делить напряжение в цепи, распределяя его по компонентам по мере необходимости. И в общем, резисторы нужны, чтобы наши светодиоды не сгорели, потому что очень много тока может повредить светодиоды, и резисторы нам помогут уменьшить ток, чтобы электричество легко проходило через светодиоды и выполняло свою функцию безопасно. Вот для чего и нужны резисторы. Так, давайте начнем, и я покажу, в каком конкретном приложении мы будем работать в компьютере. Это Arduino IDE. Я покажу, как его скачать, как с ним работать, и потом мы уже будем ставить все по местам в макетной плате и начнем нашу работу. Прежде чем мы начнем наш урок, я бы хотела вам показать пару видео о физических вычислениях, о physical computing, чтобы вас вдохновить и показать, что вы можете сделать, какие проекты вы можете создавать с помощью этих знаний. В YouTube я написала ITP NYU Winter Show. ITP — это программа, в которой я обучаюсь сейчас, и NYU — это университет, в котором я учусь. В моей программе в течение года проходят 2 шоу. Это зимнее и весеннее шоу, на которых студенты показывают все проекты, которые они разрабатывали в течение семестра. Давайте я вам покажу это видео. Mei Cheng loves wings, I love space, so we sort of came up with this silly idea of combining wings and space. By wearing this as a backpack, by tilting, navigate, you can also control a virtual self in this space. It's more of an experiential thing to let everybody experience how to fly through space, which is impossible right now. Yeah. So this is a robotic 3D printed arm that plays rock, paper, scissors.
We've got a motion capture camera over here that takes in the motion input from somebody's hand and runs to a server and then randomly generates something for the hand to throw. We try to give it a little personality, so it does throw some other random gestures from time to time. Oh, there you go. This project is called the Cosmos in the Water. When you are interacting with the water, you move your hand up and down. The water will follow your hand movement. The cosmos is always in a state of changing, and so does the water. So when people communicating with the water, they will feel their relationship with it. Are we part of the nature, or are we separated from it? Do we want to control it, or do we want to achieve a balance? I hope people can enjoy this meditation process. Все проекты, представленные на этом видео, основываются на знаниях, которым мы сегодня научимся. Все проекты работают с микроконтроллерами. Если вам интересно посмотреть больше проектов, связанных с физическими вычислениями, вы можете написать в YouTube ITP-NYU Winter Show или же Spring Show. И тут будет очень много видео, связанных с прошедшими шоу и проектами студентов. Дальше я бы хотела показать вам этот проект. Not something we use, something we live. Technology is a way of life. Этот проект очень похож на проект, который мы будем делать сегодня. С помощью звуковых сенсоров мы будем освещать светодиоды. И этот проект очень сильно похож на то, что мы будем делать. Если вы сегодня научитесь и узнаете, как это работает, то в дальнейшем вы сможете создавать такие интерактивные проекты. Следующий аспект урока, который я хотела бы с вами пройти, это где же купить все необходимые предметы и электронику. Давайте постараемся найти Arduino, микроконтроллер. Yes. Fine. Все можно найти на Amazon. Я, если честно, все
что мне необходимо, заказываю на Amazon всю электронику, хотя есть другие магазины, которые специализируются на электронике. Мне больше удобен Amazon, тут все есть, можно все найти тут. Цены не очень дорогие, и если вы купите один, то будете его очень долго использовать. Также давайте постараемся найти наш сенсор. Этот сенсор был из SparkFun. SparkFun Sound Detector. Вот. Это наш сенсор, который мы сегодня используем. Когда вы будете покупать, я советую купить с хедерами. Headers — это такие пины, прикрепленные к вашему детектору. Они позволяют вам вставлять датчик, детектор, breadboard. Без них они тоже продаются, но если у вас нет специального оборудования, чтобы сделать процесс, который называется soldering, это когда вы сами вставляете хедеры в датчик, то вам лучше купить с хедерами. Также, когда будете покупать Arduino, тоже имейте в виду, что у вашего Arduino есть хедеры. Также вы можете купить кит, специальный набор для электроники. Electronics Kits. Есть разные по разным ценам. Допустим, этот. В нем есть breadboard, разные резисторы, разные моторы, jumper wires, о которых мы говорили. Здесь есть микроконтроллеры, но этот микроконтроллеры не Arduino. Я с ними не работала и не знаю, как с ними работать. Это датчики, о которых мы говорили. И, в принципе, в этих наборах есть большое количество предметов электроники, которые вам будут нужны в процессе обучения. Вы можете заказать такой кит. Также давайте пройдем другие сайты. Есть такой сайт, называется DigiKey. Большое количество людей, которые хорошо разбираются в электронике, и у них уже есть опыт, они обычно покупают электронику на этих сайтах. Но навигация в этих сайтах не очень легкая. По крайней мере, мне так кажется. И поэтому я обычно покупаю на Amazon. Для бигинера Amazon — это то, что надо, мне кажется, чтобы заказывать свою электронику. Также есть SparkFun. И, в общем, есть большое количество онлайн-магазинов электроники, где вы можете заказать себе все необходимые предметы для себя. А что касается физического магазина, если такой в Центральной Азии или в Узбекистане, я о таком не знаю, к сожалению, но всегда можно поискать. Но даже если у вас нет физического магазина, всегда можно заказать онлайн на таком же сайте, как Amazon. Давайте перейдем к следующим аспектам нашего урока.
Мы с вами сегодня будем работать в программе, называющейся Arduino IDE. Вот она. Давайте откроем ее. Я вам покажу, как ее скачать. Пишем Arduino IDE. Download. Когда вы зайдете на сайт, вам предложат самую последнюю версию для скачивания. И вы можете скачать в соответствии со своим компьютером Windows, Linux, macOS. После того, как скачаете, зайдите в программу. Так, это код, который нам понадобится для того, чтобы запрограммировать наш микроконтроллер. Я его подготовила заранее. Сейчас объясню, как им пользоваться. Как же работает этот код? Этот код довольно-таки легкий. Вы можете его написать с скрина экрана, или же мы прикрепим код в описании к видео, где вы можете его скачать и использовать. В этой части мы определяем кнопки для нашего LED. Это светодиодный пин и гейт-пин от датчика звука, который я вам показывала, который мы прикрепили к второй кнопочке в Arduino. И светодиоды мы прикрепили к третьему пину. Void Setup. В этой части pin-мод мы определяем gate-pin как input, что означает вход. Input — это то, что мы вставляем или говорим компьютеру. Допустим, звуковой наш сенсор — это input, что означает, когда он воспринимает окружающую среду и улавливает звуки, то в него входит информация, то есть вход. И после того, как она воспринимает информацию, звук, она дает output, выход. Выход у нас LED, светодиод. Мы установили светодиоды в качестве выхода. Вот когда наш звуковой сенсор воспринимает звук, в него входит информация, и эта информация выходит в светодиод в качестве света, и наш светодиод начинает светиться. Инициализируйте последовательный монитор для отладки. Void Loop. Это часть кода. Loop — это петля. В этой части кода она постоянно двигается и проверяет, был ли звук. Sound Detected Digital Read Gate Pin. В этой части мы говорим прочитать пин-код Gate. Digital Read — это digital чтение, и мы говорим, чтобы наш sound detector, звуковой детектор, считывал наш gate pin в нашем звуковом детекторе
и воспринимал информацию постоянно, улавливая, был ли какой-нибудь звук, был ли input у него. Serial println sound detected. В этой части кода мы говорим, если звук обнаружен, включить светодиод. Если же звука не было, выключить светодиод. If sound detected high. High обозначает высокий, то, что звук был. Digital write. Digital написать. LED pin high. LED pin это наш светодиод. Это обозначает то, что если был громкий звук high, то будет наш светодиод также high, будет свет яркий в нашем светодиоде. Else, если этого не было, то светодиод low, он выключен. Если никакого инпута не было звукового, то наш светодиод будет выключен. Это, в принципе, все, что наш код делает. Его задача слушать, получать input. И когда он получает звуковую волну, то включать наш светодиод. Давайте теперь подключим наш код к нашему микроконтроллеру. Так, давайте теперь подключим наш компьютер к микроконтроллеру. Для этого нам понадобится microUSB. Эту часть microUSB мы соединяем с микроконтроллером. Когда мы подключаем наш микроконтроллер, он обычно в программе считывается, и мы можем его выбрать. И нажимаем на эту кнопку. Тут ошибочка. Код загружается сейчас. Это другой Arduino. Я пользуюсь несколькими Arduino, и я выбрала другое случайно. Пробуем этот. Как вы видите, он его нашел. Done uploading. Теперь здесь есть кнопка, называется Serial Monitor. Мы его включаем. Можете видеть, что здесь много нолей. Это означает, что звукодетектор не воспринимает звук пока что. Только когда какой-то звук будет, то наш звукодетектор среагирует на это. Давайте попробуем что-то сказать погромче. Звук. Как вы можете видеть, наш светодиод работает. Звук. Sound. Он реагирует на громкий звук. И как мы говорили в коде, когда sound detector не воспринимает звук,
или он очень низкий, или его нет, то светодиоды выключены. Но когда же детектор воспринимает звук, то он помогает светодиоду, и он начинает гореть. Sound. Sound. Музыка. Следующий пример. Я подключила еще 3 светодиода к нашему брэдборду. Уже это выглядит более эффектно. Sound, sound. И с помощью этого мы уже, мне кажется, намного ближе к проектам, которые я показала в начале, которые используют саунд-детекторы и делают интересные арт-инсталляции, проекты. Все то же самое, что мы делали с первым светодиодом. Также подключаем ground, резисторы и подключаем к пину. Можете заметить, что каждый светодиод имеет свой пин, свою кнопочку. Он запрограммирован специально для него, для одного светодиода. И так он работает. Код для этого светодиода с 4 светодиодами я прикреплю к этому видео, чтобы вы могли его скачать и попробовать поработать с большим количеством светодиодов. Так мы подходим к завершению нашего урока. И прежде чем мы закончим его, я бы хотела с вами поделиться несколькими ресурсами, где вы можете дальше обучаться физическим вычислениям, искать информацию и учиться дальше. Здесь есть много сайтов для любителей электроники, где люди делятся проектами, над которыми они работают, и дают всю инструкцию, как построить такие же проекты. Допустим, этот сайт Tinkercad.com. Вы можете сюда зайти, тут будут много проектов, связанных с физическими вычислениями, с сенсорами. Допустим, давайте выберем этот урок Personal Desktop Assistant Board. Тут будет предоставлено видео, где все вам объяснят, покажут, как это все делать. Также будет здесь даны вам все инструкции, какие микроконтроллеры вам нужны, что вы должны купить, какие предметы вам нужны, и также схему электроники, как все подключить к брэдборду. Вот. Также у вас будет код, вам предоставят код и покажут, как с ним работать. И это очень даже удобный способ обучаться физику компьютингу. И тут довольно очень много интересных проектов, которые вы можете посмотреть, изучить это все. Так, следующее у нас makeproject.com. Тот же принцип. Разные артисты, люди, изучающие электронику, показывают свои проекты и дают инструкцию, как сделать такие же проекты.
Следующий это instructables.com. Здесь тоже много интересных проектов с объяснением, как построить такие же интерактивные проекты. Следующее, в таком вы можете просто написать в YouTube Physical Computing Learning Courses, и тут будет много видео, связанные с электроникой. Тоже очень удобный способ обучаться. И напоследок это книги. Эту книгу я сама читала, Making Things Talk. Ее написал преподаватель, который преподает в моем департаменте Interactive Telecommunication Program. Его зовут Том Айго. И книга написана очень удобно для бигинеров, очень понятная. И мне кажется, она вам понравится. Следующая книга, она также написана Томом Айго и другим преподавателем, который тоже преподает здесь, в моем департаменте, О'Сулливан. Я эту книгу еще не прочитала, я только ее начала читать. Она тоже интересная. Тоже могу посоветовать. К сожалению, я не знаю, есть ли книги на русском или источники, сайты на русском о физических вычислениях. Я, прежде чем начать наш урок, поискала информацию. Тут не было очень много информации, поэтому, если вы знаете английский, это плюс, чтобы продолжать обучаться. А если же нет, то, надеюсь, возможно, в будущем я напишу пару видео, связанных с физическими вычислениями в дальнейшем. И на этом все. На домашнее задание я бы вам дала, чтобы вы попробовали сделать какой-то интерактивный проект, связанный с саунд-детекторами, звуковыми детекторами и диодами. Возможно, вы напишите код так, чтобы диоды загорались по-другому, не все сразу, а один за другим. Или же первый загорается, потом четвертый, а только потом третий и второй. Попробуйте поиграть с кодом и посмотреть, как у вас работают диоды. И также попробовать найти информацию о физических вычислениях на разных сайтах и попробовать другие сенсоры, датчики, которые могли бы вас заинтересовать. На этом, я думаю, мы можем закончить наш урок. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч! И на этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Надеюсь, что вы нашли его информативным, и вы свяжетесь с нами, напишите имейл, и мы с вами свяжемся. Всем пока, до новых встреч!